Ракушка, книга, скрипка, пузырь — это не просто набор слов, это форма зданий из нашей сегодняшней подборки. Предлагаем совершить небольшое путешествие, пока что в формате онлайн, и посмотреть на самые необычные и красивые здания в разных уголках мира. Дом скрипка в Китае. Пьяно-хаус — удивительное здание, построенное в китайском городе Хуайнань. Его авторами стали студенты архитектурного факультета Хефейского технологического университета и дизайнеры компании Huainan Fankai Decoration Project, а заказчиками местные органы власти. По замыслу необычное здание должно было привлечь внимание жителей Китая и туристов к новому развивающемуся району. И судя по многочисленным фотографиям в интернете, план удался. Удивительным фактом является то, что к музыке здание не имеет никакого отношения. В стеклянной прозрачной скрипке расположен эскалатор, а в полупрозрачном пианино находится выставочный комплекс. В ночное время суток черный рояль скрывается в темноте, и видимыми остаются лишь неоновые контуры силуэтов гигантских инструментов. Кубические дома в Нидерландах. Кубусвонинг — это сразу несколько цепочек домов, построенных в Роттердаме и Хелмонде по проекту архитектора Пита Блома в 1984 году. Каждое здание имеет геометрическую форму куба с яркими фасадами. Но главная особенность заключается в том, что все эти кубы установлены не на грани, а на шестигранный столб под углом. Несмотря на такое сложное инженерное решение, практически все дома являются жилыми. В каждом из них находится отдельная трехэтажная квартира площадью около 100 квадратных метров. Правда, четверть пространства абсолютно непригодна для жилья из-за сильного наклона стен и пола. Для того, чтобы лично оценить все плюсы и минусы такого необычного помещения, можно забронировать койко-место или отдельную комнату в хостеле Стоякая Роттердам Цуби Хостел, который занимает один из кубов. Или отправиться на экскурсии, которые предлагают местные жильцы. Также в одном из зданий квартала расположен музей, где можно не только увидеть кубы изнутри, но и получить информацию об архитектурных решениях и процессе строительства. Кривой домик в Польше. Козывый домик — здание в стиле оптической иллюзии, построенное в 2004 году архитекторами Шатинский и Залевский в городе Сопоте. Внешне оно напоминает волшебный домик из книжек, и это неудивительно. В основу легли мотивы сказочных иллюстраций польского художника. Конструкция здания не имеет ровных мест и углов, двери и окна асимметричны, стены причудливо изогнуты, а зеленая черепичная крыша напоминает морскую волну. Возникает ощущение, что дом плавится под солнечными лучами. При этом, попадая внутрь дома, абсолютно забываешь о внешней необычной форме. Здесь ровные светлые стены, среди которых расположились рестораны, магазины и радиостудии. Дом книги в США. Здание публичной библиотеки в Канзас-Сити стало гордостью местных жителей благодаря своей уникальной архитектуре. Одна из его стен построена в виде гигантской книжной полки, на которой расположились «Властелин колец», «Ромео и Джульетта», «100 лет одиночества» и другие великие произведения классиков мировой литературы. Началось все с того, что в 2004 году библиотека была перенесена в старое здание Первого национального банка, а через 2 года после переезда рядом построили парковку. Чтобы сохранить архитектурный облик здания и закрыть вид на машины, было принято решение построить необычную стену. Внутри здания не менее интересно все оформлено в банковском стиле, как дань историческому прошлому здания. Сумасшедший дом Вьетнам. Это не психбольница, а одна из самых странных гостиниц в мире. Создал заведение архитектор Данг Вьот Нга, мастер построил этот шедевр для собственных целей. Здание построено в виде дерева, его украшают огромные животные, пещеры и грибы, главной декорацией стала гигантская паутина. Те, кому посчастливилось увидеть это чудо первыми, не могли сдержать эмоций. Люди в буквальном смысле выкрикивали «сумасшедший дом». Хозяину это понравилось, название стало официальным. Вокруг сумасшедшего дома всегда много туристов. А вот местные стараются обойти его стороной, им гостиница не нравится. Дом Камень в Португалии. Помните сказку про 3 поросят? Один из них оказался умнее братьев и построил дом из камней. Житель Португалии по имени Виктор Родригес пошел дальше, его дом — это и есть камень. Точнее, 2 камня, которые стали стенами. Оставшиеся 2 стены и крышу португалец сделал вручную. Хозяин дома камня хотел иметь убежище вдали от людей, но у него не вышло. Необычный дом привлекает множество туристов. Португалец не выдержал такого интереса к собственной персоне и съехал. Теперь домик пустует и дальше привлекает туристов. Дом «Летающая тарелка Россия». Находится эта летающая тарелка в московских текстильщиках. В свое время здание было музеем завода, выпускавшего автомобили «Москвич». Здесь были выставлены редкие образцы машин, сделанные в одном экземпляре. На данный момент завода больше нет, как и музея, а судьба здания не определена. Дом Нора в Мексике.
Органиц-хаус был построен в 1984 году недалеко от Мехико архитектором Хавьером Синосиайном, известным благодаря своим уникальным домам-землянкам. Площадь дома составляет 178 квартир, большая часть из которых спрятана под землей. Но несмотря на такое архитектурное решение, помещение вовсе не похоже на темную нору. Все комнаты имеют большие стеклянные окна, которые внешне напоминают иллюминаторы. Внутри дом повторяет природные формы мягкие, без прямых углов и параллельных линий. А вся мебель является продолжением стен. Это было сделано для того, чтобы избежание дополнительных финансовых расходов и сэкономить полезную площадь. Еще одна особенность Органиц-хаус состоит в том, что для охлаждения и отопления дома используется только геотермальная энергия. Здание со всех сторон окружено землей и травой, которые защищают его от воздействия солнца, ветра и дождя. Передвижной дом. Планета. Арабский шейх Хамад известен своими интересными причудами. Например, у него есть машины всех цветов радуги на каждый день недели. А еще у него есть передвижной дом в виде планеты. Высота шара 12 метров, диаметр 20 метров, внутри есть все для комфортного проживания. На 4 спальни приходится 6 ванных комнат. В 1993 году это сооружение вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое необычное здание на свете. Дом-пузырь во Франции. Бубле-хаус – это дом неподалеку от Кан, построенный в 1989 по проекту архитектора Анти Лавага и принадлежавший французскому модельеру Пьеру Кардену. Необычное здание выполнено в форме пузырей, напоминающих внутри древние пещеры. Общая площадь участка удивляет масштабами 8500 квадратных метров, 1200 из которых занимает дом. Каждый пузырь имеет огромные иллюминаторы с видом на море. А причудливый образ здания подчеркивается естественным розовым цветом стен. Вокруг дома расположены сады и каскадные бассейны. Дом Дера США. Этот дом выглядит как иллюзия, но он настоящий. Началась история с того, что в 2005 году власти Техаса постановили снести один из домов. Тогда двое юных художников сделали внутри дома тоннель необычного вида. Изначально они хотели показывать всем этот тоннель, пока дом не снесут. Однако, все сложилось иначе. Объект стал очень популярным, начал привлекать туристов. Власти передумали его сносить, так дом Дера стал одной из главных достопримечательностей Техаса. Идеальный дворец Фердинанда Шеваля, Франция. Создателя этого сооружения зовут Фердинанд Шеваль, на строительство ушло 33 года. Все остальные перечисленные сооружения строили профессиональные архитекторы или люди, имеющие представление о строительстве. Создатель этого дворца – почтальон. Во время своей работы почтальон собирал камни и потом приносил их к месту строительства. Вышло нечто впечатляющее, здесь можно увидеть фонтаны, башни, фигуры животных и людей. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.